Жил на свете заяц, и было у него заветное желание море переплыть, на далеком морском острове побывать. Плавать зайчишка не умел, и лодки у него не было. Думал, думал заяц и придумал. Гулял он как-то раз по берегу моря, увидел акулу и спрашивает: «Как думаешь, акула, у кого больше друзей? У тебя или у меня?» «Так и думать нечего. У меня, конечно», — сказала акула. «Все акулы в морях и океанах мои друзья». «И сколько же у тебя друзей?» — спросил заяц. «Не знаю», — задумалась акула. «Много, очень много. Но сколько именно? Откуда мне знать? Я их не считала». «А давай посчитаем», — предложил заяц. «Да как же мы их посчитаем?» — удивилась акула. «А ты подзови акул к нашему берегу», — предложил заяц. «Раз они твои друзья, обязательно приплыть должны». Лягут акулы на волны бок о бок друг к другу. Как раз до того вон острова вытянутся. Вот так я их и пересчитаю. «Ай да заяц!» — удивилась акула. Позвала она на следующее утро всех своих друзей. Легли акулы бок о бок в одну линию от берега до самого острова. «Ну, начинай! Попробуй-ка сосчитать моих подруг!» — крикнула зайцу акула. Забрался заяц на спину акуле, постоял, подумал, а потом с одной акулей спины на другую стал перескакивать и громко считать. 1, 2, 3, 4. Так и считал, пока не добрался до заветного острова. А там спрыгнул на землю, да как закричит: «Здорово я вас одурачил, глупые акулы! Очень мне нужно знать, сколько у акулы друзей. Я на остров попасть хотел, а вы-то и поверили». Рассердились акулы, ринулись к острову. Да заяц давно уже на земле стоит. Попробуй достать его. Правда, одной акуле все же удалось схватить зайца за хвост и вырвать клок шерсти. Уплыли акулы. Сидит заяц на камне лапой, оборванный хвост поглаживает. Вот так дела, думает. Как же я теперь домой попаду? Как через море переберусь? А уж темнеет. Страшно зайцу на незнакомом острове. Услышал дух, хозяин острова, как горько плачет заяц, и подошел к нему. «Что ты, заяц, слезы льешь? Акул обмануть надумал. А что же вышло? Разве ж можно так? Попросил бы акулу, она бы тебя и так по морю прокатила. Ложись-ка спать, завтра утром что-нибудь придумаем». Наутро дух и говорит: «Обещаешь мне никого больше не обманывать? Перед акулой повинишься?» «Да», — молвил заяц. «Бери мою лодку, — сказал дух, хозяин острова, — и возвращайся домой». Вернулся заяц домой, перед акулой повинился и с тех пор больше никого не обманывал.